Ну что, друзья, мой поход уже подходит к концу, а ваш только начинается, и я приглашаю вас в это удивительное путешествие по Краснодарскому краю. Гуамка, Мизмай, Орлиная Полка и другие маршруты, которые вы узнаете из этого видео. Наше путешествие мы начнем с Гуамки. Это небольшой поселок в Апшеронском районе Краснодарского края, круглый год притягивающий туристов своей природой. Он расположен прямо у входа в Гуамское ущелье, ради которого сюда и едут отдыхающие. Из ущелья выходит река Курджипс, а в ней, кстати, водится форель. Мост тут, кстати, прям совсем танцующий. Когда очень много народу здесь идет, он весь трясется и тебя вот так вот во все стороны. В Гуамку обычно ездят на выходные. На машине сюда можно добраться из Краснодара всего за пару часов. Главная местная достопримечательность – это узкоколейная железная дорога, а точнее экскурсия по ней на паровозике через ущелье. Ходит он каждый час, каждый день, кроме вторника. Билет стоит 200 рублей с человека и покупается только в одну сторону. То есть вы сначала приезжаете в ущелье, гуляете там сколько хотите, а затем покупаете обратный билет в кассе, которая находится в ущелье. Поездка недолгая, заскучать точно не успеете, тем более работает аудиогид. На этом самом месте 130 миллионов лет назад бушевал огромный древний океан Тетис. Он занимал площадь Черного, Каспийского и Средиземного морей, всю территорию Кавказа, в том числе и Краснодарского края. Сейчас мы с вами движемся по самому его дну. Миллионы лет назад здесь жили гигантские моллюски. Дальше всех высаживают и начинается, пожалуй, самое интересное – пешая прогулка по Гуамскому ущелью. Вот мы идем по узкоколейке в Гуамском ущелье. Природа здесь, конечно, шикарная. Еще после дождя вчерашнего все так сыро. Везде этот мох, зелень. Отовсюду какие-то ручейки стекают. Очень атмосферно и красиво. Строительство узкоколейки было нелегким и началось еще до Великой Отечественной войны. Для этого привлекали заключенных. А вот этот мост во времена войны дважды взрывали партизаны, чтобы не пропустить фашистов к Сочи. А еще в Гуамском ущелье есть вот такие остановочки. Совсем недавно здесь еще ходил паровозик. К сожалению, сейчас уже нет, но остановки все еще остались. Большинство туристов не доходят до конца Гуамского ущелья. Ну а мы с вами идем дальше, ведь за один день можно дойти до поселка Мизмай. Там тоже много интересных и красивых мест, и сейчас вы увидите одно из них. Сейчас мы с вами поднимаемся на Орлиную Полку. Это тоже один из популярнейших маршрутов выходного дня в Краснодарском крае. Однако добраться сюда уже гораздо сложнее, чем прокатиться на паровозике по Гуамскому ущелью. Нужно преодолеть довольно крутой подъем, и по времени это может занять около 1,5-2 часов. Но поверьте, оно того точно стоит.
Сам поселок Мизмай чем-то особым не выделяется. Здесь идет вполне обычная, размеренная сельская жизнь. Тем не менее, красивая природа, горы вокруг – это все придает очень приятную атмосферу этому месту. Когда-то досюда ездил тот самый тепловоз, но сейчас станция Мизмай заброшена. Мы поставили палатки недалеко от поселка, погрелись у костра, а на следующий день нас ждало еще более интересное приключение. Сегодня мы поднимаемся снова в горы, идем на Иванову поляну. Пришлось вот так утеплиться, потому что, похоже, на нас спустилось какое-то холодное облако. Заметно похолодало, еще идет мелкий дождик. Ну, всякое бывает в жизни туриста. Да, погодка изменилась сильно. А нам предстояла самая сложная часть маршрута с подъемом на высоту около 2000 метров. Несмотря на дождь и холод, мы верили, что впереди нас ждет что-то, ну, очень красивое. И вы поверьте, хотя вы и так уже видели тизер грядущей красоты в начале этого видео. День выдался нелегким. Такой маршрут и в хорошую погоду не каждому посоветуешь. С утра и до вечера. Вверх, вверх и вверх. И все же туман стал фишкой этого дня. Ну а когда мы добрались до поляны Иванова, нас встретил сильный и очень холодный ветер. Однако и здесь нам тоже повезло. На поляне стоял какой-то дряхлый сарай, внутри которого мы поставили палатки и укрылись от безжалостной природы. Такой чудесный домик мы нашли. Здесь сегодня будем ночевать. Погода на улице совсем испортилась. Хотя вроде бы есть какие-то намеки на прояснение. Ну, вот. Все же лучше, чем просто в палатках. На улице идет дождь, но у нас тут супер уют. Кое-как, конечно, влезли в наши палатки. Чем богаты, да? Да, чаечек черный, чаечек зеленый, печеньки двух видов. Звездочное питание. О, как классно вообще. Сегодня мы идем к нашей следующей точке на маршруте. Стоянка двухэтажка, недалеко от горы Матук и хребта Лаганаки. Уже такое практически морозное утро сегодня было. Здесь в лесу кое-где уже снежок лежит. Но в целом пока еще достаточно тепло. Довольно скоро мы выбрались из леса на открытую местность. Наконец-то нашим взором предстали необъятные просторы. А еще мы увидели огромного орла, который парил над горами и осматривал свои территории. Глядя на него, мы тоже захотели проверить, как все выглядит с высоты. В общем, с орлиной высоты все выглядит круто, но, как вы заметили, камера немного подкачала. Мы все еще продолжаем подъем к горе Матук. Тяжело, но зато вокруг шикарные виды. Видно гору Аштен, с другой стороны видно Большой Тхач и Малый Тхач. Маршрут офигенный, всем советую. Но вот мы выбрались в еще более красивое место. Это хребет Лаганаки. И здесь потихонечку уже начинает отвисать челюсть. А вот этот холмик впереди – это гора Матук, высотой 1957 метров. Туда нам и надо. Итак, вершина горы Матук.
Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а я пойду наслаждаться последним днем, который у меня еще есть в этих прекрасных местах. Конечно же, я не мог закончить это видео вот так. И впереди вас ждут самые крутые кадры. После спуска с вершины горы мы поставили палатки в живописном месте, нашли родник с питьевой водой и полюбовались потрясающим закатом. А на утро решили еще раз полетать в свете рассветного солнца. Вот теперь точно все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео про путешествия и все такое. Подписывайтесь на мой канал и увидимся где-нибудь еще.